Доброе утро, хочется сказать. Время 7 утра. Сегодня суббота. Спать хочется безумно после тяжелой недели. Я еду на съемки яхт. Чтобы всем было понятно, чем же я и моя большая команда занимаемся. Сниматься я, вообще говоря, люблю. У меня сценария нет. Так, я в гримерке. Первый раз пишусь на яке, очень трепетно, очень волнительно. Ожидание такой, знаете, творческой атмосферы. Это большая конференция Як-2021. Сегодня мы будем говорить о том, что же случилось с Яндексом за этот год. Поговорим про нейросети, умные устройства, беспилотники, e-commerce и медиапотребление. Яндекс уже давно формирует нашу с вами жизнь. Обсудим с руководителями сервисов Яндекса, что получилось сделать за этот год. А управляющий директор компании Тигран Худовердян расскажет, как Яндекс справляется со своим масштабом и чувствует ли за это ответственность. Приготовьтесь, это будет большой разговор, но и Яндекс становится масштабнее. Ты с 2006 года в Яндексе. Да. Когда ты последний раз думал, что ты профнепригоден? Ой, каждый день. Вообще, примерно каждый день. Почему? Ну, во-первых, потому что в действительности не понимаю какие-то вещи. Честно. Например, я не понимаю ТикТок. Ну, бывает разной степени. Например, ты понимаешь, вот я бы такое не придумал. Это ладно, такое много что бы не придумал. А когда уже придумали, но ты не можешь понять, почему это может стать системообразующей платформой в будущем. Ну, то есть, понятно, из модной темы, приколы, классно. Так же, как YouTube трансформировался из условных котят в платформу, на которой там, мы смотрим, например, тебя. Mm-hmm. Сложно же было. Ты же 10 лет тому назад не хотела же размещать рядом с котятами то, что ты сейчас создаешь. Я даже не думала в это. Невозможно было представить. Вот я не могу это понять с ТикТоком. И здесь я чувствую свою полную профнепригодность. Кстати, о ТикТоке. Возраст мешает работе в IT? Может быть, мешает, но, скорее всего, мне не дано будет это узнать. Я думаю, что, конечно, если говорить про новое, то с возрастом притупляется желание рисковать. Даже у самых рискованных, я думаю. Твой самый большой риск в этом году? Ну, сегодня самый большой риск, на который идет Яндекс, объективно, это наша инвестиция в e-commerce. Огромные вложения, которые нужно сделать в инфраструктуру. Это все промежуточные склады, сортировочные центры, логистика, курьеры, автоматизация упаковки, доставки, много чего. И это изменение на годы вперед, потому что в некотором смысле только начало. То есть есть огромный еще потенциал роста, и в этом росте мы все конкурируем. Смотрю я как потребитель и понимаю, что Яндекс заполонил практически вот всю жизнь. Я сейчас вот то, что на память, да, это Яндекс.Навигатор, это Яндекс.Маркет, Яндекс.Такси, Алиса, Яндекс.Музыка, Кино... Ну, как бы вы уже везде. Ты вообще чувствуешь вот этот масштаб, и насколько он тебя самого не пугает ли? Еще вопрос, который мы задаем себе годами, это что не делать. Потому что нам посчастливилось оказаться в среде. В каждый момент времени возникали десятки, сотни возможностей. Хочется за все ухватиться и везде успеть. Ну, от чего вы отказались? Куда вы все побили себя по рукам и не пошли? Много, думаю, примеров. Но вот из таких больших, крупных, серьезных, это создание игр. Вообще игровая индустрия очень большая. И наши коллеги по цеху, Мэл, например, серьезно занимаются играми. В эту тему не пошли. В компании не было экспертизы по созданию игр, и мы в целом не чувствовали, что там можно, что мы можем сделать. Ну, объясни мне, с точки зрения бизнеса, вот такая огромная экосистема, она зачем нужна? Тупо больше зарабатывать или чтобы что? Хорошо, когда есть состоятельные бизнесы, которые могут творить и за счет собственного топлива дальше продолжать лететь. И Яндекс — это пример компании, которая производит достаточное количество топлива, чтобы долетать до следующих и следующих галактик. Тигран меня с утра сегодня позвал покататься на машине. Ну что, поехали кататься? Поехали. Оп. Так, кто нас повезет?
сейчас находимся на полигоне, на котором 24 часа в сутки катаются одновременно много беспилотников. Я только сейчас заметила, что они все без водителя. Да, они все без водителя. Они просто ездят, в некотором смысле на износ. Износ имеется с точки зрения технологий. Вот проверить, что они могут сами ездить, и ни во что не надо вмешиваться. И теперь я чувствую себя в каком-то фантастическом фильме. Постапокалипсис, Да. людей нет, машины без водителей. Я, конечно, каталась уже в беспилотнике, но всегда сидел человек, потому что мы катались, видимо, по городу. Это следующий уровень, когда можно высадить и пилота-испытателя, Да. и можно высадить еще пилота-страховщика на соседнем сиденье. Пока это нигде не разрешено. Скажи мне, а значит, в каких странах уже ездят такие такси? Ну, или такие машины? По сути, есть 3 страны, в которых тестируются активно беспилотники. Речь идет про тестирование сотен беспилотников. Это Россия, Америка и Китай. Компании, реально, которые разрабатывают беспилотники, их там на пальце одной руки можно сосчитать, и мы одна из них. С самого начала проекта, то есть 4 года назад, когда мы начали заниматься разработкой этой технологии, когда у нас появились первые прототипы, мы уже тогда начали диалог на предмет того, что вот у нас тут на закрытой территории ездит, а как это все дальше выпускать на дороге? Если мы будем заниматься разработкой технологии где-то в парнике, это некий самообман. Реальный окружающий нас мир, тем более на дорогах общественного пользования, невероятно сложный. Несмотря на правила, там постоянно происходит что-то. Каждый день новое, каждый день непредсказуемое. Просто сидеть и запрограммировать все эти ситуации просто нереально. Сейчас мы подошли к тому моменту во времени, когда мы готовы в этих условиях давать доступ к данной технологии как к сервису, и в качестве первого пилотной зоны, да, где мы планируем это сделать, мы выбрали район Ясенево, который там более-менее такой изолированный, с достаточно неплохой дорожной инфраструктурой. А мы сейчас с вами находимся в Ясенево, и сейчас мы попробуем вызвать одну из таких машин и прокатиться на ней. Выбираю, что я хочу вызвать себе беспилотное такси. Выбираю начальную точку, мы находимся у метро, после чего выбираю, куда я хочу доехать. Например, мы поедем на Рокотова 7, корпус 2, и вызываю беспилотник. А вот и наша машина. Добро пожаловать в беспилотное такси Яндекса. Пожалуйста, пристегнитесь. Когда будете готовы начать поездку, нажмите на кнопку на экране. Пока что это доступно только сотрудникам компании. То есть те люди, которые приезжают или живут в Ясенево, через приложение Яндекс.Такси они могут вызвать автомобиль, и приедет беспилотный автомобиль. За рулем пока что находится страхующий инженер, но, собственно, поездка совершается в полностью автономном режиме. Вот прямо сейчас у нас ситуация, когда дорогу переходит человек, мы останавливаемся перед пешеходным переходом и, собственно, ждем, пока человек перейдет дорогу. На планшете при этом есть индикация того, что происходит. То есть вот у нас выделяется пешеходный переход, есть изображение пешехода, и, собственно, сверху экрана мы специально для пассажиров беспилотника показываем, что в данный момент делает автомобиль. Почти приехали. Не забывайте личные вещи в салоне и убедитесь, что закрыли двери после выхода из автомобиля. Спасибо, что выбрали беспилотное такси Яндекса. Сегодня таксистов по количеству в стране людей, которые работают в такси, цифры сравнимы с российской армией. В 2019 году 700 тысяч было таксистов, численность российской армии 800 тысяч. Я думаю, таксистов в реальности больше. Не все оцифрованы. Вы сейчас, значит, запустите беспилотники. Да. Куда девать вот эту армию таксистов? Не думаю, что в ближайшие пару лет или 3 года даже эта роботизация может хоть как-то скомпенсировать нарастающий спрос. В реальности нету, во всяком случае, пока речи о том, что кто-то может потерять работу. Сегодня спрос на курьера, на водителя растет в несколько раз год к году. Ну, а завтра вы запустите беспилотники, и чего? Эти беспилотники начнут покрывать часть этого спроса. Скорее всего, без беспилотников
в широком смысле слова, и в такси, и в роверах, которые доставляют товары, и без автоматизации, роботизации, эти индустрии просто захлебнутся. Важно понимать вот такую вещь. Существует некое заблуждение о том, что появление любой новой технологии, оно там типа отнимает какие-то рабочие места, еще что-то. Это некое преувеличение. Потому что если даже посмотреть, например, на индустрию магистральных грузоперевозок, например, в США, там же проблема-то какая? Там не хватает водителей. То есть уже сейчас их не хватает. С появлением технологий, на самом деле, что будет происходить? Они будут удовлетворять неудовлетворенный спрос, то есть они будут брать определенные, не знаю, регионы внутри городов, определенные маршруты, и постепенно они будут закрываться беспилотниками. Что на самом деле произойдет? Никто не лишится работы, просто произойдет переход. Профессия водителя, она со временем просто перестанет быть привлекательной, вот и все. Такое уже случалось. Профессия кучера, она тоже перестала быть привлекательной. Никто от этого на самом деле не пострадал, а глобально человечество только выиграло. Смотри, это наша лидарная лаборатория, здесь разрабатывается лидар. А почему ты красный, а я оранжевый? Это по расстоянию. Чем дальше, тем более зеленый, чем ближе, тем красное. Красное — это опасность. Зачем вам это нужно? Для чего вы начали это сами делать? Лидар — это самый главный сенсор в беспилотной технологии. В начале развития беспилотных технологий, буквально несколько лет тому назад, стоило под $100 000. Вот один такой лидар, вращающийся с достаточно плохим разрешением. Мы 3 года назад приняли решение сделать свой лидар по 2 причинам. Первое, потому что нам важно сделать его максимально дешевым, потому что для самих себя. Для самих себя. И второе, уметь им управлять более точно, чем это позволяют обычные промышленные лидары, чтобы видеть объект четче на большом расстоянии. Сейчас уже большинство машин ездит с нашими лидарами. Мы не идем проторенной дорожкой, мы не пытаемся повторить то, что было уже сделано. Мы создаем алгоритмы и систему, которой не существует. У нас нет учебников, в котором можно прочитать, как делать. Беспилотники не случатся за ночь. Не так это интегрировано в нашу жизнь, что мы однажды проснемся и такие: о, везде, значит, ездят беспилотные автомобили или беспилотные такси. Это некий постепенный процесс. Если поставить в беспилотный автомобиль камеру, которая смотрит на пассажира, дать большому количеству людей прокатиться, то самым частым кадром, который вы увидите, будет, значит, человек, сидящий на заднем сиденье с телефоном в руке, снимающий руль. Нужно, чтобы люди постепенно привыкали, чтобы это становилось нормой. Мы сейчас в калибровочном зале. Когда собирается беспилотник, неважно, ровер, автомобиль, на нем есть куча датчиков, камеры, лидары и тому подобное. Их всех нужно синхронизовать друг с другом. Беспилотник сканирует все вот эти квадратики, они все под разными углами. И после этого сопоставляет картинки, например, с 2 камер, он видит, что вот он видел разные картинки, и пытается понять эти 2 камеры, под каким взаимным углом друг к другу находятся. Вот смотри, на нем сейчас написано Яндекс по-английски. Эта штука поедет в Америку. Эта штука, скорее всего, поедет в Америку, либо в Израиль, либо в какую-нибудь другую страну, где не читают кириллицу. По сути, этот проект имеет полностью международный потенциал, и мы запустились в первом университетском кампусе, это университет Огайо. Там уже ездят почти 100 таких роверов и доставляют каждый день еду. Еще 2 года назад, если бы вы сказали кому-то на улице, что есть такой город или кампус, в котором вся доставка еды делается роботами, над вами бы посмеялись или бы сказали, что не поверили бы. Поэтому, безусловно, в этом плане это круто. Во-первых, там много студентов. Много разных забавных шалостей делают студенты с роботами, катаются на них и иногда переворачивают их, проверяют их на предмет того, способны ли они объезжать их как препятствие и так далее. Просто когда вы курьера Яндекс.Еды на улице встречаете, вы перед ним вот так не прыгаете в попытках проверить, обойдет ли он вас. Правда же? А с роботом так делают. Это не просто какой-то аттракцион, а люди реально пользуются. Это правда работающая модель. И второй важный аспект — это то, что это коммерческое внедрение. Вот все, открыть замок. Счастливые обладатели еды из ровера.
Объясни мне, когда возникла вообще эта идея взять вот начинку от автомобиля и вот в такую симпатичную штучку ее запихать? Ну, я не помню, когда точно возникло, но я помню первый видеоролик, который прислал Дима Полищук, про то, что вот посмотри, мы нацепили колеса на дощечку и научили ее ездить. Решили позабавиться и сделать такую самодвижущую тележку. А потом уже стало понятно, что роверы могут помочь всей индустрии курьеров. Для меня это удивительно, потому что, ну смотри, то есть вы как фирма даете деньги, разработчики сидят, хочу дощечку на колесиках, гробик на колесиках. И вы потом, куда мы можем это применить? Ну, поэтому называется конструкторское бюро. Здесь изобретают, даже не можно на заказ изобрести, правда же? Я-то думаю, знаешь, есть потребность, не хватает курьеров, давайте изобретем что-то, что заменит курьера. Это потом, когда уже все получается, потом в книжках пишут, что вот была стратегия, а в реальности все бывает наоборот. Все изобретения происходят случайно, но им находят применение уже в жизни. Здесь комната, где сидят инженеры, которые делают станцию нашего телевизора. Ага. Вот, давайте покажу, как она разрабатывается. Вот это новая станция Mini-2, которую мы недавно запустили, на ней есть часы. Вообще во всех бытовых приборах самое важное — это часы, все остальное вообще не важно. Да, это первый прототип. Это Алиса без одежды. Это первая станция, которая была сделана больше года тому назад. Это, по сути, напечатано на 3D-принтере, чтобы посмотреть, как оно работает. В этом году мы запустили 3 устройства. Это станция Lite, станция Mini, обновленная версия, и Яндекс.Модуль. Увеличиваем продуктовую линейку, чтобы у людей был выбор. Яндекс.Лайт, она рассчитана на детскую аудиторию, она сделана без использования тканей. Ее можно поставить в детскую комнату, ребенок, я не знаю, может раскрасить ее гуашью и сделать еще более яркой в твоем индивидуальном стиле. Станция мини, она более классическая, то есть она обладает более качественным звуком, она несет дополнительный функционал в виде экранчика часов. Модуль мы сделали, потому что у нас есть некоторое видение того, как должно развиваться смотрение. Не только аудиопотребление, но и видеосмотрение. Мы на данный момент продали уже более 2 миллионов устройств. Это если учитывать все станции и телевизоры, в которых тоже находится Алиса. Тигран, у меня только один вопрос. Когда Яндекс будет в утюге? В утюге? И чтобы из каждого утюга уже. Если будет придумано, как утюгом можно улучшить жизнь больше, чем сейчас она улучшает, то мы что-нибудь придумаем. Тут же достаточно естественная история. Есть технологии голосового распознавания. И люди, взрослые люди, дети, они плохо разбираются, не умеют печатать на клавиатуре, не знают, что букв. Например, встраивание Алису в телевизор — это возможность дать им возможность посмотреть любой фильм, который они хотят. То есть есть там классические, условно, 10-20 каналов, в которые люди привыкли между ними щелкать. Пожилой человек хочет посмотреть конкретный фильм, ему сложно сориентироваться, как его искать, он не видит, может быть, плохое зрение, поэтому не видит клавиатуру. Тут можно, например, голосом сказать: поставь мне такой-то фильм. И это какая-то технология, которая не настолько простая, что ее можно делать полностью отрыве от Яндекса. Поэтому мы и участвуем в этом проекте. Не просто потому, что нам хочется быть в каждом утюге. Если надо будет строить что-то похожее в утюг, то и в утюг будем строить. Сначала создаешь какое-то новое устройство, дальше тебе нужно отмасштабироваться. На российском рынке мало компаний есть, которые могут делать продукцию в таком количестве. И это опыт, который ты получаешь в процессе. Вот мы всегда переживаем за качество. То есть чем больше тестов функциональных, тем лучше. И нам просто будет жить спокойней. Добро пожаловать в нашу лабораторию. Здесь мы тестируем качество умных устройств. Из центрального монитора у нас играет слово «Алиса», а из боковых шум. Еще 12 часов до окончания. Нам что-то срочно нужно делать с прототипом, он весьма неустойчивый. Его коты роняют. Не, Колян, все фигня переделывает. Вот. На самом деле это очень сильно заметно, когда ты взаимодействуешь. Вот. Сейчас мы получаем 14 старого, 17-16 новое. С улицы еще, кстати, легко найти, где сидит команда умного дома. Можно посмотреть на то окно с лампочками. Готово? Мне кажется, на 50-й раз должно завестись. Алиса, опусти шторы. У меня их нет. Алиса живет как раз именно здесь. Алиса? Сколько времени? Алиса, скажи 5. Лучше я скажу 518. Че он опять не говорит?
Потому что в ответ ты можешь сказать... Мы хотели бы анонсировать новое устройство, станцию второго поколения в новом дизайне. Станция второго поколения выйдет на рынок в первом полугодии следующего года. Мы в этом продукте сделали ставку еще на более качественный звук, то есть она звучит лучше, чем станция первого поколения. Мы поставили 2 широкополосных динамика и 2 пассивных излучателя. Общая мощность колонки составила 35 Вт. При этом звук мы получили 360 градусов, причем настоящие 360 градусов. Количество микрофонов 4 штуки. И мы даже решетку сделали специфической, называется апериодическая, то есть она имеет апериодическую структуру. В случае, если у тебя симметричная решетка, то у тебя могут пропадать какие-то частоты по факту, ты их срезаешь просто. А периодическая решетка тебе позволяет этого избегать. В новом поколении мы сделали на умный дом еще больший акцент. Решили вложиться в более продвинутые протоколы, чтобы убрать вот это хождение через интернет. То есть в мире существует протокол Zigbee, на смену идет Matter, и мы в новых устройствах поддержали оба протокола, то есть Zigbee и Matter. Zigbee – самый популярный и распространенный протокол беспроводной связи для устройств умного дома. Matter – молодой и многообещающий стандарт, призванный объединить всех производителей устройств в одной экосистеме. Что происходит? Какая магия в этот момент? Я покупаю устройство Zigbee, Matter, покупаю станцию второго поколения, включаю их в розетку оба, и происходит магия Connect. Станция будет управлять всеми устройствами в доме без интернета. У меня в квартире есть умный дом, я его иногда программирую. Итак, и что у тебя умеет дом? Ну, там всякие разные сценарии, чтобы утром всем свет включался в зависимости от освещения, времени года, температуры. В реальности все просто и скорее баловство, но... То есть это ты делаешь на компьютере? Или как? Да. И потом у тебя там... Да, и потом все домашние ходят и ругаются, почему у нас не включается свет в ванне. Мы делаем отдельное приложение, в которое можно быстрее будет попасть, и с наличием виджетов, чтобы не надо было даже открывать приложение, просто смотришь на телефончик, видишь главный экран и делаешь какую-то автоматизацию, которая тебе требуется. Одна из проблем всех этих домашних устройств, то, что дома есть еще другие люди. Да. Не только Алиса с тобой живет, но еще, например, дети могут спать. И мы сейчас научились, во-первых, чтобы Алиса понимала шепотом, а второе, что сделать было на порядок сложнее, чтобы она говорила шепотом. И вот, по-моему, сейчас здесь вот на этой штуке можно потестировать. Алиса, скажи что-нибудь шепотом. Можем поболтать ни о чем. Просто скажите, Алиса, давай поболтаем. Вот. Она ответила шепотом. Алиса, ты меня слышишь? Привет от старых штиблет. Как одна бабушка говорила, когда ей колонку настраивали. Представьте, чтобы создать голос Алисы, нужно было записать диктора много-много часов. И вот представьте, если по той же технологии обучать шепот. Вот заставляешь диктора столько же часов нашептывать, но это же просто unreal, это все устанут. Даже профессиональные дикторы не смогут столько нашептать. И нужно было что-то изобретать другое. Нужно было изобретать, как, уже выучив голос и принципы того, как формируются звуки и слова, как его трансформировать в шепот. И вот представьте, что для этого нужно было сделать специальный такой вот нейросетевой трансформер, который умеет разные тональности, разные ударения или эмоции делать. И вот это открывает новые возможности, которые Алиса может использовать для воспроизведения. На самом деле шепот — это просто как бы прикольно, но вот есть одна штука, которая была реально, мне кажется, реальный прорыв. Если представите, что вам Алиса своим вот этим же голосом, с которым она с вами разговаривает, читает книгу, это утомительно, но она
слишком монотонно для этого. Удалось обучить такой голос, который может читать книги. И вот вы, если найдете книгу, загрузите ее там, в формате EPUB прямо в приложении Яндекса, то там появляется кнопка «Зачитать». И вот тот голос, который читается, я на самом деле спокойно, пока еду до работы, могу прослушать в машине несколько десятков страниц, и меня это совершенно не утомляет. И вот это прорыв. Алиса, надо сказать, частенько давала себе очень разумные советы, но редко следовала им. Случалось и ругала себя, да так, что хотелось реветь. Я, когда делала свой документальный фильм про искусственный интеллект, ребята-айтишники, ученые, говорили, что будущее именно за персональным помощником. Как ты думаешь? Я думаю, что если откинуться назад, то был поиск информации. Сейчас возникают новые такие расширения этого пространства. С одной стороны, люди хотят взаимодействовать с этой информацией естественным языком, и поэтому возникают Алисы. Алиса — это же не только распознавание того, что я сказал, а еще и понять, что я хотел на самом деле сказать. И это еще диалог. Потому что ты, когда, например, там, в поисковик вводишь поисковый запрос, ты очень четко его пытаешься сформулировать на самом деле на компьютерном языке. Ты пытаешься написать... Магазин колготки купить. Типа того. Да. Ты говоришь так, что ты знаешь, что типа робот тебя поймет. А здесь у тебя диалог. Есть, на самом деле, очень много случаев, когда невозможно задать колготки купить. Это простая вещь. А бывает, когда ты не знаешь, что ты хочешь. Будет ли это похоже на фильм «Она»? Там, по-моему, показывали возникновение чувств. Да. Скорее всего, будет не чувство, скорее всего, робот всегда будет оставаться в пространстве рациональном. Да это полная чушь. Конечно, роботы и Алиса научатся воспринимать чувства и эмоции. И даже сейчас для многих Алиса с точки зрения эмпатийности может быть даже лучше, чем некоторые друзья или приятели. Мне кто-то переслал письмо, это просто настолько трогательно. Он говорит: я ехал в плацкарте, и в соседнем купе сидел человек, который всю ночь выпивал с Алисой. Он ей рассказывал, как у нее жизнь, она его поддерживала. Вот просто буквально подключил ее, вот раздал Wi-Fi и сидел и с ней болтал в плацкарте. Скажите мне теперь после этого, что у Алисы нету чувств. Алиса основана принципиально на 3 компонентах. Ей доступны все знания всего мира, благодаря тому, что в ее основе лежит поиск и переводчик. Вторая штука, которая лежит в основе Алисы, это, условно говоря, органы чувств. Она умеет слышать, она умеет говорить, умеет видеть. И вот, например, есть в приложении Яндекс умная камера, и ты можешь навести, и Алиса распознает, что вот это, например, станция Мини. Определяем породу собак с помощью умной камеры. Стой. Вот. А еще давайте посмотрим на этот. Вот, видите, костюмчики. Третья важная вещь, которая лежит в основе Алисы, это память и штука, которая умеет понимать смысл. И это самый критически важный компонент, чтобы Алиса была действительно не просто инструментом, не просто тулзой, а действительно помогала решать задачи, чтобы она была действительно умной. Одна из штук, которая у нее получается с точки зрения памяти и понимания смысла, это, например, болталка. Любой человек может ее спросить, как у нее дела, рассказать про свои, и она умеет поддерживать этот разговор. Да, она не умеет пока выявлять очень глубоких закономерностей, но она постепенно этому учится. И это свойство, оно на самом деле не просто игрушечка какая-то, а это вещь, которая позволяет, по сути, заниматься таким соавторством. У ассистента появляется понятная роль в том, что не нужно каждый раз повторять один и тот же контекст. Алиса, которая знает о том, что тебе нравится, о том, что тебе не нравится, она может рекомендовать, основываясь на этом знании. Мне тут, сорока на хвосте принесла, что у одного из твоих сыновей первое слово было «Алиса». Это правда? Это 5-й мой сын. Ему было... Сейчас ему 1,5 года. Первое слово, которое сказал Алиса. Это было очень смешно. При этом он очень нервничал, что только на него не реагирует станция. Потому что все подходили, говорили Алиса, там его старший брат, а на него нет. И он где-то через 2 недели добился, что Алиса начала реагировать. В общем, она стала отвлекаться. Вот.
И интересно, что буквально прошло 4 месяца, и он начал после этого говорить «мама». Все владельцы станций, у которых есть дети, говорят, что это было лучшее их приобретение. Очень важно детям — это уметь мечтать, уметь конструировать свои миры, понимать, что в них происходит, уметь создавать ситуации и в них, находясь, понимать, как взаимодействуют там разные люди или разные герои. И теперь дети смогут это делать вместе с Алисой. И для этого достаточно сказать: «Алиса, давай сочиним сказку». Алиса тебе не просто проводит по готовому сюжету. Ты можешь вводить новых героев в сказку, говорить, что они делают. И Алиса, понимая это, может достраивать какие-то сюжеты. Это и есть соавторство. В конце лета запустили штуку, про которую мне написали, по-моему, буквально все мои друзья. Это видеоперевод. В некотором смысле лежащая на поверхности идея, кажется, распознавание языка уже существует. Перевести текст с английского на русский — замечательное уже качество перевода. Да, в действительности надо распознать. Дальше нужно понять, говорит мальчик или девочка, потому что... там еще подбирается голос? Оно еще понимает биометрическая технология, которая понимает пол. Дальше надо перевести, а дальше есть сложная задача, нужно еще попасть в хронометраж. Сейчас технология автоматически ускоряет либо замедляет речь так, чтобы попадать в хронометраж. На сегодняшний день это просто, говоря на простом языке, отвал башки, потому что можно зайти на любой видеоролик на YouTube. Говорят, даже рэп американский. Прикольно, можно послушать на русском языке, наконец понять, что же там говорится. Это просто вау. Находишь видеоролик на YouTube на английском языке, в Яндекс.Браузере, безусловно. И там появляется кнопочка «Перевести». Ты нажимаешь ее, и прямо в режиме реального времени этот ролик играется, и вы можете слышать, как люди, эти же, актеры или эти же герои сюжета говорят на вашем родном русском языке, и вам все понятно. Нужно нажать на такую кнопочку «Перевод». Так. Для меня большая честь быть с тобой сегодня, когда ты заканчиваешь один из лучших университетов мира. По правде говоря, я никогда не заканчивал колледж, и это самое близкое, что я когда-либо получал к выпуску из колледжа. Многие не знают, но чтобы обучить Алису даже просто болтать, нам пришлось построить, если на обывательском языке говорить, суперкомпьютер. И это такая гигантская штука, которая умеет очень много делать операций для того, чтобы выучить закономерности в языке. Что такое Ялм? Ялм — это семейство генеративных нейросетей, которые сами пишут тексты на русском языке, иногда не хуже человека. Модели Ялм обучаются на нескольких терабайтах текста, фактически на всем русском интернете. Это самая продвинутая языковая моделька для русского языка, известная в мире, которая обучается на огромном количестве текстовой информации, выучивает все эти закономерности, какие слова, в каком контексте, как используются и что они означают. И ровно поэтому нужны и большие сервера, и дата-центры, и свой суперкомпьютер. Наш топовый кластер называется по имени одного из сотрудников Яндекса, одного из авторов алгоритмов машинного обучения и вообще одного из видных русских ученых в области машинного обучения Червоненкиса. В нашем суперкомпьютере много интересных реализованных инженерных и технологических приемов, которые обеспечивают эту эффективность. И единственное мерило, которое есть среди суперкомпьютеров, это эти петафлопсы. Петафлопс — это единица измерения производительности компьютера. Все наши 3 суперкомпьютера обгоняют российские аналоги по величине вычислительной мощности. Наш любимый Юрий Дудь выпустил фильм про Кремниевую долину, после которого мне написали, мне кажется, все девушки-айтишницы, что какого же фига нас так дискриминируют и ничего не рассказывают про нас.
Вот хочу тебя узнать, как в Яндексе обстоят дела с девушками. Насколько их меньше, чем парней, и проблемы ли это? Уже много лет мы следим за долей женщин и мужчин в компании. При этом мы сравниваем себя с крупнейшими IT-игроками американского рынка. Это Apple, Facebook, Microsoft, Google. И удивительное наблюдение, в общем, на самом деле для меня это загадка. Почти все эти компании, включая нас, имеют практически одинаковые показатели. Они отличаются на реально 1-2%. У нас женщин 34%. И удивительно, что абсолютно такие же цифры у всей этой четверки среди инженеров и т.д. и т.п. Вот то, что Елена Бунина появилась женщина на должности генерального директора. Это как-то исправило ситуацию? В смысле, вдруг вот у нас есть женщина-генеральный директор, и девочки это увидели и пошли с легкостью наниматься на работу в Яндекс. Это работает? Не знаю. Я думаю, что то, что у нас работает Лена Бунина, профессор Мехмата МГУ, доктор математических наук, дает больше уверенности девушкам, которые выбирают эту профессию. Я думаю, что они смотрят на нее и понимают... Пример для подражания. Какой-то пример для подражания. Я стала генеральным директором после того, как очень долго была HR-директором. И как HR-директор я как раз отвечала за то, чтобы нанимать разработчиков и понимать, какой будет гендерный баланс или дисбаланс между разработчиками. Уже скоро 11 лет, как я HR-директор, и я всегда об этой части жизни думала. Так как мы все время нанимаем хороших разработчиков бесконечно, все время открыты вакансии, их очень тяжело найти, разработчиков, то мы, конечно, берем всех, никогда не смотря ни на какие вообще параметры другие. Ни на возраст, ни на пол, конечно же, вообще ни на что. Нам просто хорошо программируешь, беги скорее к нам. Поэтому не было вопросов с тем, что, например, там, женщине сложнее попасть в разработчики, чем мужчине. Есть проблема в том, что часто девочки не идут в IT и математику, потому что им кажется, что они не справятся, и что это очень мужская область. Девочкам часто говорят их мамы, бабушки, даже чаще, чем папы и дедушки, говорят мамы и бабушки. Ой, ну может ты не пойдешь в математику, может вот ты все-таки что-то гуманитарное, или может быть ты вот дизайнером будешь, может модельером. Не скоро мы узнаем, сколько бы на самом деле девочек бы шли в математику и в IT, если бы этого не было, потому что это же нужно несколько поколений сменить, чтобы уже ни мамы, ни бабушки не говорили девочкам таких слов. Хочу поговорить о тебе. Помнишь ли ты своего школьного учителя математики? Я учился в одной из лучших школ Армении. У нас там был очень хороший преподаватель математики. Но если говорить про то, кто меня научил математике и физике, то это мой отец. Как ты думаешь, почему тебе это было интересно? Я думаю, что это было интересно, потому что у меня это получалось. Вообще, мне кажется, это у всех такое свойство, но человек может делать только то, что у него реально получается. Если у него не получается, то ты... или я такой, в всяком случае. И потому что интересно рассказывали. Я просто знаю историю, что ты несколько раз вставал с совещания и говорил, что мне надо с сыном делать математику, и уезжал домой. Очень часто в школе не объясняют суть. Заставляют механически решать задачи, а дети ничего на самом деле не понимают, что на самом деле, как оно устроено, и как решить эту задачу, и почему она так решается. И я пытаюсь им объяснить фундаментальную первую причину, свойства. Почему так важно знать математику? Потому что 2 + 2 всегда будет 4, даже через 10 тысяч лет. Знать математику важно, потому что это помогает понимать структуру мира и архитектуру мира. Знать физику важно, потому что это позволяет чувствовать этот мир. Сначала Яндекс начал заниматься образованием, это было почти 15 лет назад, 2007 год, мы скоро будем 15-летие праздновать, и начали, потому что нужно было для себя растить кадры. Сейчас мы знаем, что вот эта профессия, которую мы тогда придумали растить, называется Data Scientist, Data Analytic, а тогда мы говорили специалисты по анализу данных, но вообще никто вокруг не понимал, кто это такие. Я в тот момент была преподавателем на мехмате, в том числе я еще преподавала в школе, преподавала в Бауманке. И один наш с Аркадием общий знакомый, который знал, что Аркадий задумал школу анализа данных, она тогда была еще в таком очень приблизительном проекте, предложил мне в ней попреподавать. Я сказала, что там нет таких курсов, которые бы я хорошо могла вести, потому что я веду такие очень абстрактные математические курсы. Он говорит, хорошо, а давай просто с Воложем познакомишься. Я решила, что говорить нет.
Поехала в гости к Воложу с ним знакомиться. И он меня спросил тогда про то, что я вообще думаю вот о таком задумке школы. И я очень с энтузиазмом ответила. А почему я ответила с энтузиазмом? Потому что у меня было на мехмате очень много студентов, которые понимали, что они наукой, математикой заниматься не будут, и они подходили ко мне и спрашивали: а вот как вы думаете, если я не буду ученым, преподавателем, математиком, чем мне заняться? И я так всегда очень смущалась и говорила: ну, можно там какой-нибудь инвестиционной аналитикой заняться, ну, может быть, вот можно программировать. У меня сложно, вот тогда, в 2007 году, сложно было на это отвечать. Сейчас гораздо легче стало. И когда вот мне Аркадий рассказал про идею школы, я поняла, что это еще один и, возможно, очень хороший ответ. Что вот можно доучиться дальше в школе анализа данных и стать вот этим непонятно кем, но кем-то очень крутым. Тогда непонятно кем, я имею в виду. Потом он спросил, ну, не интересно ли мне такое? А я сказала, интересно, и все. И мы для себя придумали школу анализа данных. Такая 2-летняя, очень крутая магистратура для супер-супер людей. После того, как ее заканчивают ребята, они становятся совершенно незаменимыми специалистами, за ними бегают с Запада все компании в России, которым нужны дата-сайентисты. Передаю привет из лондонского офиса Фейсбука. Огромный привет из кампуса компании Amazon. Привет из Сан-Франциско. Очень рада послать весточку из Лондона. Большой привет из Кремниевой долины. С благодарностью и наилучшими пожеланиями из центрального кампуса компании Google. А ребятам, которые сейчас учатся, удачи. Надеюсь, со всеми скоро увидеться. Привет всем выпускникам ШАДа из московского Яндекса. Когда мы занимаемся образованием, условно говоря, рубль, вложенный в образование нами, приносит 10 рублей пользы. Ну, это я сейчас очень такой грубой форме говорю. То есть в каком смысле выгоднее всего, чтобы Яндекс именно образованием в стране старался заниматься и помогать? Вот за этот год в образовательную систему Яндекса было вовлечено 6 миллионов разных людей. Это те школьники, которые пользуются Яндекс.Учебником, это те, кто участвует в наших массовых олимпиадах, это учителя, это родители тех детей, которых мы учим, это те, кто меняют профессию на практикуме. Очень-очень много разных. Вот когда мы так много образовательных сервисов запустили, когда мы почувствовали, что именно это и есть наша социальная ответственность, мы поняли, что нужно объединить все, что мы так социально значимо про образование сделали, в едином месте. А еще мы поняли, что хватит только свое делать, нужно еще думать, так сказать, о соседях и помогать какими-то грантами внешним образовательным организациям. С этого момента возникла идея фонда, который мы тут же поняли, что мы назовем фондом Ильи Сигаловича. Илья Сигалович – российский программист, технологический предприниматель и общественный деятель. Сооснователь Яндекса и его директор по технологиям. Во-первых, нам очень хотелось сохранить в веках память об основателе. А во-вторых, личность Ильи, она была как раз про то, чтобы делать что-то очень конкретное, что-то про образование и что-то очень классное. Илья всегда думал о людях. Он как-то, не знаю, он эмоционально очень был человек, по-человечески относился к каждому сотруднику. Я же HR-директор, поэтому мне как раз нужно думать о том, как думать о людях. Вот этому, наверное, я от Ильи научилась. Скажи мне, ты же застал Сигаловича? Да. Вот для тебя Яндекс при Сигаловиче сегодня чем-то отличается? Зная его, ему бы все понравилось? Я думаю, что он бы порадовался, что такая уже относительно старая технология по меркам интернета, как, например, поисковая, до сих пор очень круто развивается. У нас развивается Алиса, что у нас есть станция такая замечательная. Если бы он сегодня бы, вот как в фильмах, знаете, бывает замороженное, когда просыпаются. Да, сейчас дверь и зашел. Зашел. Я думаю, он просто был бы в шоке. От чего? Потому что думаю, что тогда всем нам, и ему, и всем остальным вокруг было бы очень сложно представить, что сегодня Яндекс — это не только поиск, сегодня это и такси, и доставка еды, это онлайн-e-ком-платформа. Яндекс такая компания, которая делает продукты для себя. На себе, точнее, вот так. Мы сами каждый день пользуемся клиентским продуктом, но той стороной мы не пользуемся. Ты как бы не работаешь курьером каждый день, не работаешь таксистом, не работаешь кладовщиком, не выходишь на склад, магазинчик. И чтобы это увидеть и понять вообще, что там происходит, вообще хорошо сделали или плохо. И желательно свежим взглядом, потому что какие бы мы все классные не были, наш взгляд замыливается. Вот я работал на линии упаковки несколько недель назад.
И со мной была супер-сенсей, который меня подсказывал, что, как там работать, чтобы я, не дай бог, не туда что-нибудь не отправил. Вот. К сожалению, я в итоге все равно умудрился даже под ее присмотром облажаться, но криворукий. Ну и она говорит такая, вот была классная коробка, вот такая, она всегда подходила для таких-то решений. Я такой, блин, у нас нет реально способа собирать фидбэк от сотрудников склада. Они классные вещи придумывают. Например, ты когда покупаешь ноутбук уже упакован в коробку. Казалось, нафига его еще раз упаковывать, как бы. Нюанс в том, что тогда на всей логистической цепочке все видят, что это ноутбук. И вероятность, что его стыбрят, очень высокая. Поэтому они придумали делать такую супер коробку из 2 коробок. И процесс упаковки этого ноутбука занимает 20 минут. Очень долго. Ну, в смысле, это правда очень долго. Вместо того, чтобы просто завести коробку большого размера, куда вот ноутбучная вот эта здоровенная штука влазит. Все. Это решение, которое ты либо должен спросить, либо ты сам должен туда прийти и увидеть. Все, он сломался. Эта хрень не работает. Отдай другой. Нет, ничего не напечатала. Важная вещь, которую я не осознавал совершенно. Вот когда ты делаешь чисто онлайновый бизнес, у тебя супер скорость реакции. Что-то придумал, запрограммировал, нажал деплой, и ты сразу это видишь. А в операциях ты что-то придумал, что-то запрограммировал, нажал деплой, ничего не работает, все сломалось. И ты потом очень долго вытачиваешь процесс, чтобы он работал безупречно. Мы сейчас с тобой говорим, давай закажем что-нибудь. Что должно для этого случиться? Как мой кот видит доставку корма? Как она выглядит на самом деле? В этом процессе участвует очень-очень много всего, и все может сломаться. Market Express — это история, которая сложилась, как часто бывает, относительно случайно. Мы сидели где-то в офисе и спорили о том, как сделать доставку для потребителей быстрее. Мы сидели и думали, как сделать так, чтобы это приезжало в тот же день. Сделать в тот же день с большого склада — это просто ад. А потом нас осенило, что, скорее всего, этот же, на примере телефона спорили, этот же телефон лежит вот в соседнем магазине. И мы вышли, рядом был какой-то магазин, он там лежит. И на самом-то деле, его же можно привезти оттуда. И мы тогда взяли нашу Яндекс.Доставку, пошли к нашим партнерам, у которых есть офлайновые точки, и сказали, а давайте сделаем такой сервис. Мы ваши товары будем доставлять, по сути, суперскоростью прямо из ваших офлайновых магазинов. Просто берем, засовываем в коробку, или наклеиваем наклейку, или в пакетик, туда подъезжает курьер и везет. Класс. У нас интервью в целом будет всего съемочного времени на 1,5-2 часа. Как раз этого достаточно, чтобы к нам приехал Market Express. Давай просто проверим. Давай. Закажу дочери My Little Pony какую-нибудь. Это, конечно, честно говоря, подстава. А вдруг не сработает? Фигурки My Little Pony. Фильм. 6 мегапони. Готово. Доставка курьером сегодня с 11:40 до 12:20. Я недавно покупал телевизор, и единственное, зачем я сходил в офлайновый магазин, это 42 дюйма, это сколько? Это столько, это столько, непонятно. А меня интересовало, вообще он влезет вот сюда или нет. Мы делаем фичу, что ты просто через дополненную реальность будешь наводить телефон, и туда будет вставляться телевизор. Тебе будет говорить, влезает туда или нет. Можно же себе весь магазин представить.
где лежат все нужные тебе товары, ты сможешь их пощупать, потрогать, посмотреть, как они сидят на тебе, там, примерить новые кроссовки, вот это вот все. Мне кажется, через 5 лет шопинг станет таким. Да, спасибо. Даш приехал? Что, давайте распакуем еще. Да, вот с упаковкой, конечно, нам еще работать и работать, хочу я вам сказать. Та-дам! Я увидела в Инстаграме у Шулейка, что он, значит, гоняет сам на склад. Что это за странный пиар-ход? Ну, как бы, я не знаю, если кто-то следит, странно, что топ-менеджер сам едет и что-то делает. Но понятно же, что он не будет работать курьером. Вот объясните мне. Это способ понять на себе, какие реально есть проблемы на складе, как устроена жизнь того или иного сотрудника, с какими процессами он взаимодействует, не через показатели средней удоенности коровы, а реально понять, как оно работает, увидеть хотя бы часть затыков, барьеров, заусенец, которые, очевидно, есть во всех этих процессах. Поэтому это очень полезно. А ты что делаешь? Таксистом работаешь? Таксистом работал, ездил за рулем. Серьезно? Да. Илья Красильщик, например, работает курьером, разводит заказы, выясняет, как оно работает, не работает. Все эти проблемы в таком случае начинаются чувствоваться на кончиках пальцев. А у тебя есть другая одежда? Нет. А что? Мне больно просто держать телефон. Мы хотели бы арендовать машину. Маршрут, кстати, выглядит приятно, если все понятно. Я чувствовал, что поворот там. Как же холодно. Капец. Я надеюсь, что это шутка такая. Мне заказ показался до Макдональдса 25 минут. Идти 3-4 километра, очевидно, что таймеры не просто неправильные, а какие неправильные. Так, мне нужно на линию. Мне просят пройти биометрию. О, всего-то нужно было свернуть приложение и еще раз его открыть. Ну, курьеры как бы вполне себе счастливые. Я разговаривал с ними там около шаурмичных, в торговых центрах. Во-первых, у них есть какое-то чувство комьюнити, реально намного больше у водителей. Да, здрасте. Это не то же самое, да, там, что ты там на работе у нас работаешь или что-то там в каком-то коллективе. Это шутка такая? Я не знаю, что должен испытывать курьер в этот момент. Через час на другую сторону реки, я еще 20 минут сюда. Не похоже, что туда вообще машины ездят. Просто заказ на реку. А много штрафов вообще? Ну, когда опаздываешь, тогда много штрафов, да, на заказы. Да, бывает такое, что таймер неправильно. А потом мы думаем, почему у нас в Нижнем Новгороде отмена на таком высоком уровне? Таксометр, навигатор строит. Так вот, у него не работает поиск. Я не нашел там наш отель. Я опоздал на все заказы, которые у меня были за этот день, потому что опоздал на первый, и эта цепочка длилась очень долго. Я уже на 15 минут опаздываю в ресторан, потому что трамвай остановился на путях. Давайте посмотрим, почему трамвай остановился. Каким словом мы назовем владельца этой машины, из-за которого кто-то не получит свой сочный обед? Блин, ну дворы, конечно, здесь. Это кошмар. Вот как мне здесь проехать? Вот как? Это интересный инсайт. Когда ты курьер, надеваешь сумку и плащ, ты становишься невидимкой для города. Тебе холодно, тебе скучно. И устал уже как скотина, если честно. И как это можно засунуть в одну сумку, я не очень понимаю, если честно. Либо все жестко смнется, либо точно разольется. Не очень понятно, как курьер сейчас он должен это делать. На самом деле очень полезно всем поездить. Только так мы можем понять, что действительно плохо, а где все и так хорошо. За этот год цены на такси ужасно выросли. Такси стало очень дорогим. Что скажете? Система работает абсолютно полностью автоматически. Есть робот, который постоянно пытается поддерживать баланс, так называемый баланс спроса-предложения. Какая должна быть сейчас цена поездки вот здесь, для того, чтобы
сервис был бы работоспособен. Не были бы пустые полки, как в гастрономах там, в 90-е годы, когда цена есть, ну, просто ты пойдешь в магазин, и там ничего нет. У тебя либо возникает одна проблема, что пользователь заходит в приложение, машин нет, либо возникает обратная проблема, например, цена слишком высокая, и тогда водитель сидит и не получает заказа. Если сегодня просто прийти, например, 20% водителей выключить, то цена автоматически в этот момент вырастет. Если включить, ровно там, через 10 минут все вернется обратно. До сих пор не поняла, почему вы не можете настроить этот агрегат так, чтобы у меня была прежняя цена на поездку с работы. Прежняя цена, потому что много людей хотят поехать на такси. И если цену сделать ниже, тогда ты просто утром проснешься, и машин не будет. Потому что до тебя проснулся твой сосед и уже уехал на этой машине. И просто машин 0. Если ты хочешь, чтобы на полке был товар, то цена должна быть рыночной. Люди на сегодняшний день имеют больше потребность ездить на такси, чем это было до ковидного периода времени. То есть вырос спрос. И ровно обратное произошло с то, что называется предложением, из-за того, что закрыты границы. Люди уезжали, например, к своим семьям, как они обычно делали, и больше не могли вернуться, потому что закрыты границы. И да, в действительности это привело к тому, что с одной стороны спрос вырос, а с другой стороны существенная недостача. Речь идет про десятки процентов водителей, которые сейчас не достает по всей стране. Есть еще некий третий фактор, о котором хочу рассказать. Он тоже существовал. Есть такое понятие эффективность платформы. Представь себе водителя, который там, постоянно сидит в машине, и у него нет заказов. Либо он получил заказ, приехал, а клиент отменил. Либо он получил заказ и случайно проехал поворот, потому что ему слишком поздно дали этот заказ, он просто не успел бы. Все это влияет на то, что так называемый холостой пробег, то есть время, когда он зря теряет время, хотя мог бы заработать, оно составляет существенную часть. Если сокращать вот все вот эти проблемы, то тогда водитель имеет возможность за час зарабатывать существенно большее количество денег. Яндекс.Про – это платформа для заработка, которая объединяет заказы разных сервисов в одном приложении. Сейчас это заказы такси, доставки, лавки еды и даже Яндекс.Маркета. Их выполняют, соответственно, водители и курьеры, также сборщики продуктов Яндекс.Еды. Объединение разных сервисов позволило нам создавать новые, более эффективные сценарии. Водители такси теперь могут возить не только заказы с приложения Яндекс.Го, заказы такси, но также заказы доставки. Водитель выполняет 2 заказа за одно и то же время. Это хорошо для водителя, потому что он получает больше доход за одно и то же время. Это хорошо для пользователей приложения, потому что они технически получают больше водителей, к ним быстрее приезжают водители, быстрее приезжают курьеры. И это хорошо для платформ, потому что это растит платформенную эффективность. Когда я сам в том числе открывал приложение, и мне приложение показывало, что машина доступна там, через 2-3 минуты. Я нажимал кнопку «Заказать» и видел совершенно другие цифры. Или же я видел 2 минуты, а потом это время подачи менялось на 10 минут. Это происходило по 2 причинам. Одна из причин заключается в том, что геолокация водителя шумит. Мы научились учитывать при распределении заказов маршрут водителя. То есть если водитель едет сейчас по Тверской улице, то мы точно знаем, что он едет в сторону центра. И мы точно знаем, что время подачи никак не может скакнуть с 2 минут на 10 минут. Мы научились запрещать такие скачки. Это привело к тому, что пользователи просто стали в 2 раза реже отменять машины. Вторая причина, почему так могло происходить, потому что в момент, когда ты создаешь заказ, водитель находится на перекрестке. Мы ему этот заказ предлагаем, и он этот перекресток проезжает, и если до перекрестка ему было ехать до тебя 2 минуты, то стало 10 минут. Мы научились эти ситуации определять, и это позволило нам сильно сократить время подачи. Не знаю, к тебе ли этот вопрос, но тем не менее таксисты часто жалуются на переработки и усталость. Вы несете, как работодатель, за это ответственность сегодня? Мы, как платформа, несем за это ответственность. Вообще, это такая новая некая реальность, называется гигономикой. Угу. Возникает такая новая форма ответственности, которая находится посередине между бизнесом, когда нет, разорвал договор, следующий, и работодатель и сотрудник. Мы пытаемся создавать инструменты, которые позволят водителям дать то, что в некотором смысле они максимально сейчас нуждаются. Например, это, грубо говоря, из такого то, что он заболеет. То есть если человек заболеет, водитель, то он имеет возможность
какое-то количество дней получать деньги, чтобы выплачивать там за аренду автомобиля, ну, чтобы не потерять доход. Яндекс за мной следит. Это так? Ты когда общаешься с людьми, ты привыкла, что ты, например, человек что-то сказал, завтра не надо ему это повторять или завтра. То есть он уже стал другим, он получил эту информацию, как ты ее обработал. Мы пытаемся учиться узнавать человека. Поэтому, когда говоришь, вот ты же за мной сейчас следишь, мы с тобой разговариваем, и ты запоминаешь, что я тебе сказал до этого. В этом отношении, так же, как и люди друг за другом следят, так же и сервис любой, который ты пользуешься, социальная сеть, поисковик, сервис доставки еды, пытается учиться с тобой взаимодействовать. При этом, так же, как когда мы с тобой разговариваем, я бы не хотел, чтобы все, что я тебе рассказываю, ты бы там, ретранслировала потом. На своем YouTube-канале? Ну, YouTube-канале, я не знаю, соседям и тому подобное. Мне важно, чтобы я мог тебе сказать что-то секретное. Также и Яндекс очень внимательно следит, что он делает со своими данными. Здесь есть два куска. Есть то, что называется персональными данными, имя, фамилия, номер, логин, пароль, дата рождения, в общем, такие персональные данные, по которым можно вообще тебя на паспорте можно выдать, условно говоря. Эти данные очень строго охраняются, оберегаются, потому что, не дай бог, они утекут. В общем, это полная катастрофа для человека, для компании, для сервиса, которому ты предоставил. Есть второй набор данных – это обучение в процессе нашего общения. И в некотором смысле эти данные не обладают вот такой критической важностью, потому что кто-то узнает, что я улыбнулся, то это не настолько страшно, но история накопления этих данных это уже обладает ценностью. И здесь мы сформулировали для себя принцип, что мы используем данные, которые собираем, только и только для того, чтобы улучшать сами сервисы Яндекса. Я могу запретить Яндексу следить за мной? Следить, наверное, не можешь, так же, как я не могу, и ты мне не можешь запретить друг за другом. Сейчас мы же смотрим друг на друга как-то, и попробуй не запомнить. Я не могу ничего нажать в приложении, чтобы... Сейчас я расскажу. Да. Я говорю, то есть я не могу тебя попросить не запоминать, что я тебе говорю. Ты не можешь это заставить. Но что можно сделать, при этом, по-моему, мы единственные, кто из российских интернет-компаний это сделали. Мы сделали возможность удалить данные обо мне. Одна из претензий, которая была в этом году, это когда пошла массовая вакцинация в России. И в интернете начали искать поддельные справки о ковид-вакцинации. Все работало, а потом Яндекс взял и заблокировал. То есть он на этот запрос начал сначала выдавать официальную информацию о ковид, о вакцинации. Не есть ли это та самая цензура, что вы поставили блок на этот запрос и не выдаете мне ту информацию, которую я запрашивала? Есть чувствительные тематики. Мы приняли себе сложное решение, что в случае, если идет в некотором смысле вопрос жизни и смерти, то есть могут быть непоправимые последствия, то мы имеем право делать вмешательство. В случае вакцины мы приняли решение, что в данном случае нам нужно предоставить информацию в первую очередь про вакцину. Является ли это цензурой? Но мы считаем, что это вопрос жизни и смерти для человечества. В целом коронавирус. Вот эта история со справками – это как раз то место, где у поиска есть ответственность перед пользователем. Мы можем делать поиск экспертным. Эксперты нужны не для того, чтобы принимать конкретные решения за Яндекс по каждому запросу. Нет, решения принимают алгоритмы. Эксперты задают эталон. Это вот тот недостигаемый ориентир, к которому все наше машинное обучение должно стремиться. Экспертиза важна не только в каких-то высоконаучных областях, там физики, биологии, математики, конечно, важна. Но она важна также в таких очень важных вещах, как, например, медицинские запросы. Люди приходят и спрашивают в Яндекс, как что-то вылечить, какие лекарства с какими сочетаются. Бесконечное число таких запросов. Ошибка в такой информации может стоить нашим пользователям здоровья. Только эксперт среди всей возможной доступной информации может определить те источники, которым можно доверять, и которым нельзя. В прошлом году мы внедрили нейросеть Transformer, которая, по сути, была большим прорывом и
закрывающей технологией. И стало понятно, что эта нейросеть может справиться с более сложными задачами, чем те алгоритмы, которые у нас были до этого. Что это за задача? Ну, например, нам самим очень не нравилось, как Яндекс работает для программистских запросов. Вот такие сапожники без сапог. Сами для программистских запросов искали в Гугле, к сожалению, и очень расстраивались. В какой-то момент мы поняли, что хотим побороться с этой ситуацией, хотим, чтобы Яндекс искал программистские запросы так, как если бы информацию в интернете читал программист, и вот он отвечал на твой запрос. Как это сделать? Мы бросили такой большой клич на всю компанию, попросили наших коллег-программистов по запросам, настоящим запросам наших пользователей собрать эталон. Хорошие ответы, вот те, которые действительно эксперты-разработчики считают хорошими. Как сделать так, чтобы алгоритм приблизился к эталону? Между ними такая вакуум, пропасть. Мы не можем просто так, значит, алгоритму сказать: алгоритм, вот делай, как Петя. Не можем. Что мы умеем делать с алгоритмом? Мы умеем его обучать. И знание одного эксперта превращается в десятки тысяч обучающих примеров для алгоритма, на которых он обучается, и выдача по программистским запросам становится лучше. Почему так шумно? Шумно? Да. Шумно, потому что работают вентиляторы. И, например, в летнее время здесь температура может подниматься до 40 градусов, и все равно это все продолжает работать. Один такой сервер, здесь 8 видеокарт. Это специальные видеокарты, они супер мощные. Это не такие, как люди себе покупают в обычный компьютер. А сколько это вот моих домашних компьютеров? Очень. Вот один компьютер, это 5,5 киловатт. То есть это примерно 3 чайника. Обычный домашний хороший компьютер может достигать киловатта, может чуть побольше. С этого года мы начинаем производство этих серверов уже в России. Мы создали совместное предприятие с компанией Lanit, с компанией Gigabyte, это тайваньская компания, и банком ВТБ. И вот в Рязани будет построен завод, на котором будет производиться уже на территории России. Они будут считаться российскими серверами, потому что не только и мы будем продавать. То есть не только дизайн этих серверов создан в России, но и производство. Наиболее часто встречаемый сервер, который мы используем в Яндексе, выглядит примерно следующим образом. Он состоит из разных подсистем, 2 процессоров и быстрой сети. Все наши диски Hot Swap. У нас 2 горячих процессора, в сумме дающие до 256 ядер. Очень быстрая сеть, которую мы опционально заменяем в зависимости от того, в какой дата-центр мы их везем. Такие сервера мы производим десятками тысяч в год и используются практически во всех наших кластерах. Для чего мы это делаем? Опять же, потому что нам нужно уметь построить дата-центр, который живет только на вентиляции. А что, есть те, кто закупают, они делают? Да, ты можешь пойти купить готовый сервер, есть очень много компаний в мире, которых производят. Это их дизайн. Дизайн — это имеется в виду внутренняя архитектура. Так, давай объясним людям, кто такой Галушкин, почему его именем назван суперкомпьютер. Галушкин — это советский математик, один из мэтров машинного обучения нейронных сетей в Советском Союзе, в России. Этот суперкомпьютер входит в топ-50 мощнейших суперкомпьютеров в мире. Даже в мире, не в Даже в мире, да. Есть официальные тесты, которые предоставляют составителями рейтинга, и они запускаются на суперкомпьютере, и таким образом он прошел эти тесты и вошел в этот рейтинг. Это тут снимают клипы вот эти. Подожди, это я тучи разведу. Да, это вытяжка. У нас энергоэффективные дата-центры. У нас теряется 10% электричества. Это называется PUE. Энергоэффективность дата-центра принято описывать показателем PUE – Power Usage Effectiveness – эффективность использования энергии. Вот у нас это показатель 1,1. То есть входит 1,1, там киловатт электроэнергии, а до сервера доходит единичка.
В мире стандарт 1.6, 1.8. На самом деле это не вопрос не только экологии, а еще вопрос экономики. Где-то половина стоимости вычислений – это электричество. Основное электричество теряют на охлаждении. У нас нет охлаждения, у нас вентиляция, и вот это один из вентиляционных залов. Если взять одну из наших площадок во Владимире, наш дата-центр потребляет примерно как 3000 квартир. То есть если представить себе, что один многоквартирный дом достаточно большой, это там 100 квартир, то это потребляет как 30 многоквартирных домов, это только одна из наших площадок. Если сложить все наши площадки, то это, в общем, будет вполне себе большой микрорайон, ну, допустим, как 1000 многоквартирных домов. Я думаю, что по показателям энергоэффективности мы, наверное, в числе лидеров не только в России, но и в мире. Одна из причин этого, потому что мы проектируем и сервера, и все серверное оборудование, мы проектируем и дата-центры, как одну большую систему, один большой вычислительный модуль. Я слышала, что Яндекс.Лавка начинает свою работу во Франции. Да, это пока эксперимент. Есть такой немножко более серьезный эксперимент. Это наше развитие лавки в Тель-Авиве, в Израиле. Во Франции мы сейчас пока пробуем. У нас там 3 лавки всего лишь в городе. Это очень мало. В общем, пока такая проба пера. В Тель-Авиве у нас уже существенно более зрелая фаза, уже десятки складов и большие планы покрыть весь город и в дальнейшем уже почти всю страну. Лавку в Израиле запустили мы в ноябре 2020 года. Придумывать ее начали где-то, наверное, в начале лета 2020 года, когда уже там еще была там первая волна ковида. Сейчас, конечно, можно сказать, что в тот момент мы вообще не понимали, как запускать проект в другой стране. То есть мы вообще-то его совсем недавно в нашей стране запустили. Как запускать его в другой стране, было, конечно, совершенно непонятно, и мы там наломали много дров, и мы совершили кучу ошибок. И слава богу, что у нас было время на то, чтобы их поисправлять. Сейчас все гораздо лучше. Почему, собственно, возник Израиль? Потому что там уже довольно много чего есть. Яндекс.Такси, который там называется Янга, там есть офис, там есть сотрудники, там есть, там, не знаю, юридическое лицо. То есть там есть некоторый фундамент, на котором можно уже что-то делать. Решили, что надо строить это на базе Янга. И так, собственно, возник международный бренд Янга Дели. Он есть, и, собственно, он прежде всего в Израиле, но вот эксперименты наши в Париже, в Лондоне тоже происходят под этим брендом. Пока что это еще довольно маленький проект. Но мы видим, что то, как он растет, его масштаб может быть как здесь. Яндекс такая большая компания, и, в общем, внутри, кажется, для всего есть какие-то рецепты, есть для всего какие-то отделы, очень много людей, которые могут тебе всегда в чем-то помочь. И это гораздо сложнее, и когда ты начинаешь делать международные проекты. Потому что очень многие экспертиза, которая есть здесь, она не прикладывается на другие рынки. И очень многие вещи, которые есть здесь, очень сложно сделать отсюда там. И, на самом деле, самый главный вопрос, когда ты запускаешь такой проект, это вообще понять, что должно сделаться из Москвы, а что должно сделаться из Израиля. И очень важно понять, как этот опыт, с одной стороны, передать, а с другой стороны, передать его так, чтобы его не использовали как Библию. Да, потому что очень многие вещи, которые работают здесь, там не будут работать. Большая компания оказывается в другой стране, и оказывается, что мы должны очень многим вещам учиться заново. Очень много репутации зарабатывать заново, как работодатель, эксперт по городу, в котором мы находимся. Нам на это потребовалось полгода. Да. Я первый раз попал в Израиль, и на самом деле первый и единственный, на самом деле, за то время, как у нас существует лавка там. Вот я был там в марте. То я, собственно, туда приехал, практически сразу же пошел просто покурьерить, посмотреть, как это устроено. Стал на электросамокат, и я в первый момент же понял, что это просто совсем другое. Тепло, солнышко светит. Иногда курьером лавки можно проводить в Тель-Авиве. В Тель-Авиве заказы доставляются, например, спасателям на пляж. Несу заказ. Ты даешь им заказ, а тебе говорят, хочешь кофе? Потом я понимаю, что они мне говорят, хочешь кофе? Я слово кофе, собственно, слышу, остальное я не понимаю. И тут я понимаю, что я забыл о важном нюансе, о том, что вообще-то я не знаю языка, и мне что-то говорят там, а я не понимаю, что мне говорят. В этот момент ты чувствуешь себя иммигрантом. В Москве-то я практически каждый месяц сажусь на велосипед, развожу заказы, чтобы посмотреть, как все это устроено, чувствовать и вообще понимать. А там я почувствовал себя по полной, да, мне что-то говорят, а я не понимаю, что мне говорят. Это очень интересное ощущение. В остальном это совершенно другая просто, это совершенно по-другому устроено, потому что это просто гораздо легче. Потому что предыдущий опыт курьером у меня был на Шелепихинской набережной в феврале, и было минус 18. Ездить
в минус 12 на велосипеде без балаклавы. Идея не очень хорошая. Что я еще хотела спросить? Насколько в Яндексе следят за политической позицией сотрудников? Могу ли я голосовать за кого я хочу, писать в соцсетях о политической ситуации, все, что я хочу, как сотрудник Яндекса? У нас есть ровно одно правило, что люди, которые являются лицами компании, руководители компании, они, в некотором смысле не имеют права высказываться и иметь публичные политической позиции. При этом здесь достаточно, очень простое объяснение. Мы один из крупнейших, в некотором смысле, медийных ресурсов страны. То есть Яндекс имеет очень большое медийное влияние. Какая бы ни была обстановка, ты абсолютно нейтрален, красный, белый, черный, зеленый, абсолютно неважно. Ты создаешь сервисы, которые не имеют никакой политической окраски и политических предпочтений. И поэтому, так как в некотором смысле сервисы компании строят люди, то у руководителя есть такое ограничение. То есть ты не можешь в воскресенье стать частным лицом и пойти на митинг? Я не могу. А сотрудники? Сотрудники могут. Ходят? Конечно, ходят. Были случаи, когда сотрудники не были согласны с политикой компании, с какими-то принимаемыми решениями? Наверное, такие случаи бывают всегда. Были ли в таком классическом понимании бунты и демарши, я скорее не припомню. Я могу привести один пример бунта, который произошел, но этот бунт был не сотрудников, а бунт был всего сообщества. Это известная история про изменение Кинопоиска. Так. Это было, не помню в каком году, если честно, сейчас мне сложно, 13-14 год, когда мы купили компанию Кинопоиск, и это была такая старая энциклопедия всего кино. И мы хотели из него сделать современный сервис по выбору кино, по онлайн-кинотеатрам и тому подобное. Но в некотором смысле, если сейчас зайти на Кинопоиск, который, как он сейчас, то он уже сейчас такой, который мы его тогда задумывали. Но там было огромное сообщество людей, которые любили этот сервис. И мы решили в один день поменять, а не учесть. И тогда был огромный скандал на всю страну. В общем, от малого до великого, от кинокритиков до пользователей люди нас захейтили, говоря современным языком. И мы тогда вернули старый Кинопоиск. Я пришла в Яндекс практически 5 лет назад. Была амбиция у Кинопоиска создать онлайн-кинотеатр. Зачем создавать еще один онлайн-кинотеатр? Так бесконечно похоже на все более другие онлайн-кинотеатры, и в нем нет никакой ценности. Давайте лучше просто купим кого-нибудь готового или вообще просто не будем этим заниматься, просто договоримся, зачем вообще его создавать. Такой был прям ушат холодной воды. Я, конечно, очень расстроилась. Дальше со временем, наверное, ты это в Яндексе тоже начинаешь принимать и понимать где-то через год работы, что всякая критика и всякое недопонимание не есть какая-то персональная вещь. Это какая-то часть общего желания очень прагматично и разумно делать что-то самое лучшее. Ведь вопрос совершенно справедливый. Чем твой онлайн-кинотеатр лучше в перспективе нескольких лет, чем он полезнее, чем он интереснее и как к этому прийти. Когда Кинопоиск принимает решение, в какой сериал заходить, должна быть возможность объяснить кому угодно, Тиграну, разработчику геосервисов, человеку на улице, с одной фразы объяснить, почему это должно быть интересно, почему мы этим занимаемся. Случалась, например, премьера оригинального сериала Кинопоиска, и на следующий день утром Тигран мог написать, что это какая-то очень скучная хрень, и ничего не понятно. И можно вообще что-нибудь нормальное снять. И классно в этот момент следующее. Тигран, он же один из 4 миллионов зрителей. У него есть какое-то мнение. Но ни в какой момент времени между нами не происходил бы разговор, в котором Тигран сказал: можешь, пожалуйста, снять сериал, который мне понравится. Мы взялись за экранизацию цикла Веры Камши «Отблески Терны». Это фэнтези-цикл про воюющих рыцарей. Мы взялись за экранизацию
биографическую группы «Король и Шут». Портрет эпохи питерского панка, абсолютно незнакомый молодому поколению, но очень родной и важный более старшему поколению. В следующем году событием станет сериал «Конец света», комедийный сериал с Сашей Незлобиным про пришествие сатаны в Чертаново. И мы взялись за историю и листы 80-х, когда возникла первая в Советском Союзе вспышка ВИЧ в детской больнице. И это такая стигматизированная тема, которая очень актуальна сейчас. И мы захотели художественным языком поговорить про то, как вообще это все происходило, как происходила болезнь, про которую никто ничего не понимал. Это, пожалуй, наверное, самые такие яркие события ближайшего времени. А еще... Я ужасно по тебе скучаю. Куда все это делать, Господи? Почему она в меня стреляла? Это только самое начало, там впереди весь замес сейчас начнется. К вечеру, чтобы вернулся. Как штык. Ты видишь, сама судьба нас снова в объятия бросает. Вообще тебя не узнала, такая красивая стала. Ну, в смысле, ты всегда была? Это сколько получается? 2 сколько? Это даже круче, чем первый. 3 текилы! Троем. Да ведь сдюжили, вырулили. Так это же... Это гениально. Ну и какой план действий? Жизнь в стране улучшить. Нам не впервой. Кинопоиск — часть подписки Яндекс.Плюс. Какое-то время у Кинопоиска была собственная подписка. Мы приняли решение их схлопнуть. Поэтому есть общая подписка Плюс, в ней больше 10 миллионов подписчиков, и эта цифра постоянно растет. Изобретение, которое, называется подписка или по-другому, 10 миллионов людей скидываются своими деньгами, чтобы получить доступ к сериалам, к музыке и к большому количеству другого контента. Наконец, эта идея заработала в России, и сейчас мы лидеры в этом направлении. В этом году мы действительно сделали одно из больших изменений для пользователей Яндекс.Музыки. Мы запустили «Мою волну». Это самая главная точка, одна кнопка в приложении, которую ты нажимаешь и получаешь самый персонализированный поток музыки, который только можно себе представить. Почему это классно? Потому что долгое время сервисы отвечали на вопрос, какой джаз лучше послушать, или какую музыку для прогулок лучше послушать. Это такое очень работа по запросу. Более верхнеуровневая задача и ценность, которую мы можем донести до пользователя, это что мне послушать сейчас, чтобы мне было хорошо. Мы помогаем людям открывать новую музыку, расширять этот эмоциональный горизонт. Это потрясающая эмоция в тот момент, когда ты понимаешь, что тебе пришел трек, который ты сам даже не знал, что может тебе понравиться. «Моя волна» живая, она реагирует на лету. Вот прямо сейчас ты поставил дизлайк или пропустил трек, или прямо сейчас указал, что ты в таком контексте, ты находишься в дороге на работу. В этот же самый момент волна перестроится по твоим предпочтениям. Почему Яндекс российская компания, если главный офис находится в Нидерландах? Зарегистрирована она там. Главный офис не находится в Нидерландах. Это является некой юридической абстракцией. Яндекс — это компания, которой 90% сотрудников работают в России, работают в Москве, в Санкт-Петербурге, в Нижнем, Новосибирске, в разных городах. Второе, почему российская компания, если посмотреть на налоги, которые мы платим в России и в Нидерландах, то в России то ли в 150, то ли в 200 раз больше уплачивается сумма, чем в Нидерландах. Акционерные компании, акционерные общества, которые построены по голландскому законодательству, они считаются одни из самых сбалансированных с точки зрения прав акционеров. Это дает нам возможность находиться на бирже NASDAQ, это дает возможность нам иметь очень высокий спрос со стороны инвесторов, и, как следствие, это дает нам возможность привлекать капитал со всего мира для того, чтобы финансировать все наши инициативы. Если очень упростить, то сегодняшний российский e-commerce, речь идет не только про Яндекс, но и про Озон, который тоже публичная компания, у которых огромный пул иностранных акционеров. Обе эти платформы, по сути, российская онлайн-торговля, строятся на деньги со всего мира. По-моему, вин-вин со всех точек зрения.
Чем Яндекс 2020 отличается от Яндекса 2021? Ух ты, я думал, может быть, за последние 10 лет. Яндекс стал большой компанией и будет и больше, и больше. Один из таких вызовов для компании. Почему вызов? Потому что развитие технологий — это то, из чего Яндекс родился, и этот навык наш. А ощущать себя ответственным за водопровод в некотором смысле, это сложно. Яндекс большая компания, и, давайте будем честными, больших не любят. Просто за то, что они большие. Мы это понимаем, нет никаких иллюзий. Для того, чтобы долгосрочно бизнес был устойчивым, мы считаем важным вкладываться в то, чтобы обществу вокруг Яндекса было комфортно. Ну, в общем, пришло время как-то более серьезно, более системно заниматься этими вопросами. Мы организовали транспортировку врачей в масштабе всей страны. Также работали с благотворительными фондами, обеспечивая транспортировку их подопечных на пике пандемии. С одной стороны, мы осознали запрос общества, то есть, да, нас просили, а с другой стороны, мы сами как-то поняли, что иначе нельзя. Мы, собственно, перезапустили проект «Помощь рядом» в 2020 году уже как постоянно действующую социальную инициативу Яндекса. И общими усилиями собираем средства для того, чтобы помогать благотворительным фондам. В приложении Яндекс.Такси, а с недавних пор еще и в приложении Яндекс.Маркет, Яндекс.Еда и Яндекс.Лавка возникла функция округления. Округление счета поездки или покупки. Работает это так. Пользователь может нажать на кнопку, это занимает буквально секунду, и согласиться на то, что каждый счет будет округляться до 10 или по выбору до 50 или до 100 рублей. Соответственно, каждый раз, когда вы что-то заказываете и оплачиваете, происходит округление. Из этих денег дальше мы финансируем закупки товаров для благотворительных фондов, поездки маломобильных подопечных благотворительных фондов. Почти 500 000 пользователей сейчас изъявили желание регулярно переводить деньги на благотворительные цели в приложениях Яндекса. И это очень круто. Я хочу сказать огромное спасибо каждому, кто нажал на эту кнопку. Важно, что люди округляют регулярно, а значит, это позволяет фондам заниматься более уверенно своей деятельностью, планировать какие-то долгосрочные проекты, по сути, развиваться системно. Я понимаю, что есть много людей, которым, может быть, нужна помощь. Что могут мои 100 рублей? Да ничего. Мне кажется, я вообще ничего не могу изменить. Мне вот округление очень нравится, например. Ты просто заказал такси, а благодаря тебе человек смог поехать на лечение. Я каким-то маленьким шажком делаю мир чуточку лучше. Мне нравится, что можно помогать регулярно, хотя ты нажал всего одну кнопку. Я округляю. Очень круто, что сейчас так просто стало помогать людям. Ну смотрите, как просто. Я в деле. Помогать – это нормально. Хорошо, когда в твоих силах что-то менять. Буквально в пару кликов ты подключаешь округление и действительно помогаешь. Мне важно понимать, что я хотя бы немного, но смогла помочь. Каждого по чуть-чуть, а вместе получается много. 3, 5, 7, 9 рублей. Суммы вроде небольшие, но вместе они становятся хорошей поддержкой для тех, кому она действительно нужна. Маленькие суммы или вообще любая сумма, она важна. Приятно понимать, что ты на что-то влияешь.
Яндексом пользуются миллионы людей. И на самом деле по масштабу сервисов мы можем сказать, что Яндекс — это что-то вроде водопровода. Совершенно очевидно, что вода в кране должна течь у всех людей, в том числе у людей с инвалидностью. Недопустимо, чтобы сервис не работал для, например, людей с ограничениями по зрению. Но, стыдно признаться, до последнего времени даже популярные сервисы Яндекса имели с этим большие проблемы. Сейчас, например, такси уже незрячий человек может вызывать, и в ближайшее время мы постараемся сделать так, чтобы все основные сервисы Яндекса были полностью доступными для незрячих людей. Современный сенсорный смартфон — это такой же естественный атрибут незрячего, как вот эта белая трость. На любом смартфоне есть так называемая программа экранного доступа. Вот таким немножко механическим и довольно быстрым голосом программа экранного доступа рассказывает, какие элементы, какие кнопки, флажки и прочие меню находятся на экране. Я могу водить пальцем по экрану. Тот элемент интерфейса, который оказался под пальцем, тот и озвучивается. Экран, кстати, если интересно, он совершенно темный. Мне так кажется. Я работаю в Яндексе для того, чтобы не быть инвалидом и чтобы многие незрячие пользователи, их реально очень много, но чтобы они перестали быть инвалидами. По крайней мере, когда они попадают в экосистему Яндекса. Там решать свои задачи. Почту отправлять, Яндекс.Диском пользоваться, такси заказывать. Нахожу папку «Транспорт», открываю ее и запускаю Яндекс.Го. Такси, еда и доставка. Мой адрес определен как Большая Пироговская улица. И ввожу адрес таким вот замысловатым способом. Это называется шрифт экрана Брайля. Все элементы интерфейса здесь подписаны, поэтому я могу перемещаться последовательно по ним и понимать, собственно, что есть на экране, как заказывать такси. Время в пути сообщает мне, и тариф, комфорт, высокий спрос, даже стоимость поездки мне озвучена. Уточняется способ оплаты, то, что нужно. И вот кнопка «Заказать». И мы пользуемся всеми теми же сервисами, теми же социальными сетями, теми же мессенджерами, теми же приложениями, что и зрячие люди. И вот недоступный сервис — это вот как раз тот барьер, когда я в полной мере понимаю, что все вокруг не инвалиды, а я вокруг инвалид. Многие команды уже очень давно и основательно доступностью занимаются. Я знаю, что такси очень большие усилия, очень целенаправленно предпринимает для того, чтобы соответствовать требованиям доступности. Там же новости, там же погода. Мы смотрели мобильную версию почты. Диск, который мы только что тестировали, очень хорош. И вот то, что мы сейчас делаем, это мы хотим на новый уровень вывести не только отдельный сервис, а всю экосистему. Вот в чем смысл-то работы. Вот мечта — это вот берешь и прям удобно. Здрасте. Так, спасибо огромное. Так, не волнуйтесь, все хорошо. В следующем году я хотел бы построить какую-то экологическую повестку Яндекса, которой, по правде говоря, сейчас нет. Углеродный след наш надо либо к середине столетия обнулить, либо все сгорим в аду. Поскольку последний сценарий не очень желательный, то будем все стараться как-то из этого карабкиваться. Но говоря конкретно про углеродный след Яндекса, во-первых, конечно, это электроэнергия, которую потребляют дата-центры Яндекса. И здесь у нас, с одной стороны, есть история успеха, с другой стороны, это история успеха не в России. У нас есть прекрасный дата-центр Финляндии, который с самого начала весь из себя зеленый, не просто питается зеленой электроэнергией, но и даже обогревает соседний городок. Но, к сожалению, дата-центры в России очень далеки от этого. Мы будем идти к тому, чтобы сделать их более зелеными с точки зрения того, какую энергию они потребляют. Но боюсь, что этот путь займет годы. Мы считаем важным вкладываться в то, чтобы обществу вокруг Яндекса было комфортно. И природе тоже.
иногда бывает, что интуиция и знания тебе подсказывают, что совершаемое какое-то действие ошибка, ну, например, кого-нибудь из коллег. И выбор всегда настоять, переспорить или рискнуть, дать возможность человеку, ну, попробовать, скажем так. Наверное, это самый частый внутренний спор. Он не то что апологет, а он даже дальше шагнул в идее, что в споре рождается истина. Он со мной всегда соглашается. Мне кажется, вообще все спорят со всеми в Яндексе. И про все. Это часть нормального процесса. Если ты сказал что-то и с тобой не спорят, то, скорее всего, ты либо сказал что-то очевидно неправильное, либо совсем неинтересное, что не вызывает никакого мыслительного процесса. Ох, сейчас выберу из 50 споров. Это прямо сила Яндекса. Мы все спорим со всеми про все. Выжить в Яндексе? Люди, которые в Яндексе выживают, явно что делать не так. Единственный способ выжить в таких условиях – это иметь эмпатию к тому, что ты делаешь. Но воевать тоже приходится, если хочешь, чтобы в компании свободно дышалось, нужно за это каждый день бороться. Если бы у меня была бы волшебная палочка... Выспаться, да? Я бы не доверял волшебной палочке. Я сам хочу все сделать. Я бы хотел, чтобы мы всегда выполняли обещания, да, выданные клиенту. Это важно. Ну или хотя бы были предсказуемы в них. Технологии или человек в чем? Человек разрабатывает технологии, технологии помогают человеку. Великолепный симбиоз, который нам всем помогает. Человек. Микс. Человек. А и то, и другое нельзя? Человек — это цель, а технологии — это средство. Я тут отвечаю на Яке всегда за тему помидоров и лаваша, но в реальности все то, что мы делаем, без огромного количества технологий абсолютно невозможно. Жил-был Яндекс. Он был очень ленивый. Ленивым он был потому, что не хотел работать на дядю. Но зато он хорошо работал на себя. Он сам себе хозяин. А есть ли у Яндекса друзья? И было у него много друзей, поисковых машин. Он и с ними делился своими знаниями. Машины долго и усердно работали, чтобы найти самое лучшее и нужное. И вот однажды на его страницу в интернете зашел злой и страшный тролль. И что сделал тролль? Он заспамил Яндексу все ссылки. Яндекс сначала не понял, что случилось, а потом разозлился и забанил тролля. Яндекс начал копать дальше и нашел много интересного. И что же он нашел? Вот тут-то и начинается сказка. Сказка про то, как Яндекс деньги зарабатывал. Яндекс пошел в офлайн, чтобы узнать, что происходит. И на пути ему встречалась всякая фигня. Он обучил большую нейросеть и... Она написала программу, которая сортировала мусор по категориям. И вскоре весь мусор был разложен по полочкам. А потом Яндекс осознал свою ответственность. Перед страной и перед народом. И стал работать еще больше. И, наконец-то, его мечта сбылась. Он стал помогать всем, кому нужна его помощь. Вот и сказки конец. А кто слушал, молодец.